Для начала уберем хлам с рабочего стола. Покажу пример, как делать нельзя. Если так делать, то получится, что вместо файла в папке назначения останутся лишь ярлыки, а вы подумаете, что все просто быстро скопировалось и поспешите удалить с рабочего стола файлы, которые и так якобы уже есть на другом диске. В итоге всех файлов вы лишитесь. Их придется восстанавливать долго и упорно, спецпрограммами. О них я расскажу как-нибудь в другом ролике, если это видео наберет 1000 лайков. Я заметил, что не хватает места на диске, для того, чтобы на него переместить наши файлы с рабочего стола. Нашел просрочку и удалил. Рекомендую ненужные папки периодически удалять. И не копить, чтобы потом не сидеть целые сутки, ломая голову, что нужно, а что давно надо было удалить. Не копите фильмы. Они не имеют ценности, как авторские работы, выполненные вами. Фильмы в любое время можно взять в интернете, да и посмотрев фильм однажды, вы к нему в редких случаях еще раз вернетесь. А правильно делается так. Создается папка, я назвал ее рабочий стол. Выделяются все файлы, кроме ярлыков. Вырезается. А в папке, которую мы только что создали, нажимаем «Вставить». После этого наш рабочий стол примет приятный и почти первозданный вид. Если вы обратили внимание, у меня установлена классическая тема без эффектов и разных красивостей. У вас же будет типа такого – красиво, но медленно. Рекомендую перейти на классическую тему, ведь наша задача ускорить работу, а не украсить операционную систему. Жмем правой кнопкой мыши на пустом месте рабочего стола и находим простейшую тему. Готово. Скромно, но быстро. Отключим программу из автозагрузки. Пуск, MS-config. Убираем все галочки и оставляем рядом с антивирусом. Теперь загрузка операционной системы пройдет быстро, и ненужные программы не будут давить нам на тапки. Поколдуем с нашим уставшим жестким диском. Надо его почистить. Не нужно использовать сторонние программы, мы от них наоборот избавляемся. Чем меньше программ, тем быстрее бегут лошади. Системная утилита неплохо справляется с санэпидемической задачей. Следующее заклинание направлено на улучшение состояния диска при помощи ремонта кармы. Правой кнопкой мыши на диске, свойства и сервис. Жмем, и после перезагрузки компьютер покажет такую беду. Наберите еды, воды и дождитесь, когда операционная система сама загрузится. В этом же кармашке можно сделать дефрагментацию, но у меня настроено расписание, что и вам рекомендую сделать. Не прибегайте также к сторонним программам, компьютер обидится и перестанет вас радовать. Теперь удалим ненужные программы. Бывает даже, что они устанавливаются вместе с другими программами, но мы об этом часто не знаем. Советую удалить менеджер браузеров, Яндекс помощников, разные клинеры, спутники, менеджер драйверов и прочее ненужное. Я расскажу, что не стоит удалять или даже опасно в других роликах, если это вам очень будет нужно. Телефон также страдает от всех установленных приложений. Чем их меньше будет, тем он будет веселее работать. Важную роль играет антивирусник. На телефоне он не нужен, а на компьютере просто необходим. Даже не думайте выходить в интернет без защиты. Нахапаете кучу троянов, червей, потом будете переживать, что кто-то взломал вашу страницу, снял деньги с вашей карты или почему-то перестали открываться файлы. Между делом напомню про оперативную память. Не гонитесь за большой цифрой, но и меньше 4 гигабайт не приведет вашего коня в движение. Если есть свободный слот, ставьте в нее плату, не пожалеете. Немаловажным элементом защиты будет расширение для браузера. Желательно использовать Opera. В ней находим расширение и набираем AdGuard. Он заблаговременно отключит рекламные баннеры на страницах сайтов, тем самым ускорит загрузку страниц, сэкономит трафик и оградит вас от баннеров с вирусами. Обязательно пройдитесь по настройкам и сделайте так же. В схеме электропитания есть такая интересная штука.
как высокая производительность. Она может быть скрыта под этой полоской. После выбора этого параметра компьютер заметно оживет. Вы знали, что в компьютере есть бомба замедленного действия? Вот как она выглядит. И к этому теракту не причастна ни одна страна. Когда радиатор забивается, то вентилятор начинает работать на максимальных оборотах, которые все равно не дают эффекта. Под радиатором жарится термопаста и процессоры перегреваются. Нередко отпаиваются, либо выходят из строя. На ноутбуках чаще это происходит, с видеочипами и процессорами. Наша задача почистить радиатор. Кисточкой вытягивая пыль пылесосом. Поменять пасту. Паста меняется легко. Ток она не проводит, не убирайте слишком тщательно. Главное, чтобы поверхность процессора и радиатора были чистыми. Пасту нанесите тонким слоем. Толстый слой проводит тепло хуже. Не ждите тогда положительного эффекта. Аккуратно разберите вентилятор. На вентиляторах системных блоков нужно убрать стопорное кольцо, которое держит ось крыльчатки. На ноутбуках часто достаточно потянуть крыльчатку вверх. Запомните, что вентилятор ноутбука очень хрупкий и теряет лопасти, как ромашки теряют лепестки. А когда ваш аппарат примет действенный вид, можно крепко пожать своей левой рукой правую руку и похвалить себя за проделанную работу. И напоследок, вишенка на торте. Она долго лежала под столом. Поменяйте жесткий диск, если вам не помогают приведенные в этом ролике способы разгона. SSD во много раз ускорит работу компьютера и просто поразит вас скоростью, какой у компьютера не было сновья. А на сегодня все. Напомню, что 9 мая 2020 года состоится розыгрыш среди подписчиков Sony PlayStation 2008 года с игровым диском в придачу. Да или сейчас своей лени. Подпишись и будь в курсе новостей на моем канале. Пока.